Всем привет, меня зовут Павел Собирай, я рад вас приветствовать на моем канале «Путь Собирая». Здесь мы с вами говорим про парные танцы. Они бывают разные, но мое предпочтение последних нескольких, даже, наверное, десятилетий уже, это танго, а именно танго-нуэво. Если вы хотите узнать о современном танго больше, подписывайтесь на мой телеграм-канал, либо заходите на tangonuevo.ru. Очень много у меня различных социальных сетей, где я все рассказываю. Там все свежие анонсы, которые вы всегда можете прочитать или посмотреть. Давно у нас не было никаких интересных разборов классных танцоров. Сегодня тот самый день, когда мы поразбираем, посмотрим. И в нашем внимании, в фокусе нашего внимания будет пара очень необычная, потому что это два отдельных, наверное, очень ярких, самодостаточных танцоров. То есть это, мужчина и женщина, понятно, так как мы про танго говорим. И они по отдельности очень сильно известны. Да, то есть это, потому что бывает, я думаю, вы наверняка знаете, вот прям пары, которые прям пары. Все привыкли, что там, я не знаю, вот этот дуэт, вот он такой. А есть отдельно известные партнеры, мужчины, есть отдельно известные партнерши, соответственно, женщины. И когда две легенды встают в одну пару, это всегда очень интересно посмотреть и разобрать. И тем более, если они танцуют на редкость в своей карьере именно танго-нуэво. И у нас сегодня, опять же, тот самый случай, когда мы посмотрим танец 2023 года, который танцевали в Москве Себастьян Арсе и Алехандро Монтиньян. Что мы знаем про Себастьяна Арсе? Мы много чего знаем. Мы знаем о том, что он не очень любит танго-нуэво с какого-то определенного момента времени, потому что, похоже, он у него ассоциируется не самыми приятными воспоминаниями в его жизни, но для очень многих людей в мире Себастьян Арсе — это воплощение танго-нуэво. Это действительно человек, который сделал несколько гениальных танцев в свое время, которые перевернули отношение к современному танго очень многих людей. Да, спустя годы сам Себастьян очень кардинально поменял свое отношение к тому, что он сделал, поменял отношение к самому танго-нуэво, но мы давайте будем относиться, что это, определенное метание творческого человека, почему бы и нет. Мы, тем не менее, благодарны, во всяком случае, я точно благодарен за то, что он в таком виде в моей жизни был и, есть до сих пор. То есть образца 2006 года, сито, все мы этот разбор смотрели, интервью слушали, и все мы это знаем. А вторая — это танцовщица Алехандро Монтиньян, которая на протяжении уже многих-многих лет, даже десятилетий, опять же, является, наверное, самой яркой и самой востребованной, и самой известной, и, такой прям легендарной танцовщицей, которая живет до сих пор и работает в Буэнос-Айресе. И местные, скажем так, танцоры, старая гвардия в том числе считают, что вот Алехандро Монтиньян, она действительно несет ценности того самого танго, которое должно быть, по мнению, в том числе, старой гвардии. Хотя, на мой взгляд, Алехандро Монтиньян — это вообще, она очень нуэвистая, то есть это прям танго-нуэво, танго-нуэво. И Алехандро также известна тем, что у нее очень глубокий и даже в определенном смысле философский подход и к обучению, и, соответственно, к самому танцу. В связи с этим, еще раз, очень интересно посмотреть, как же неожиданно судьба свела вот этих двух танцоров, потому что по моему опыту, кстати, вот я тоже, может, если напишите, много будет лайков, давайте сколько-нибудь, будет 300 лайков, мы сделаем разбор, где я покажу, как, например, в карьере у Себастьяна Арсе был момент, когда он танцевал с танцовщицей, которая была ярче его, и, соответственно, прям ярче, так, то, что он аж даже немножечко поблек на фоне этой танцовщицы. И это, кстати, тоже интересно иногда наблюдать, как вот такие дуэты из суперизвестных двух отдельных танцоров, они соединяются, и получается прям не очень. Не то, что не очень, получается не так ярко, да, когда два танцора танцуют. Давайте наберем
300 лайков, я сделаю разбор, посмотрим, где вот Арсе не смог дотянуться. Потому что здесь как раз-таки в этом танце, мне кажется, все прям был идеальный мэтч, все получилось. И Алехандро прекрасно, и Себастьян Арсе наконец-то честно танцует танго Нуэво в 2023 году, аж через 17 лет после Ситы 2006 года. Ну что, вы готовы? Давайте приступим. Итак, я не знаю, почему запись черно-белая, но вот она черно-белая, и, кстати, это выложено все на канале Алехандро Монтиньян, и уже по старту, вот по вот этому немножечко как будто бы так называемый Crazy Ocho заход, и потому как Себастьян так немножечко небрежно держит объятия в паре, видно, что у нас такой прям Нуэвистый Нуэво. И прям здесь видно, что это, в течение всего танца видно будет то, что это импровизация. Это реально импровизация. И как бы по самой, и по структуре, и по тому, то, что где они будут иногда вылетать. Ну, вообще, я, честно говоря, не верю, что там, например, там Арсе взял бы... Ох, как красиво было. Видели, как Алехандро ножкой красиво повела? Вот это прям фирменные ее штучки. Алехандро умеет, конечно. Так вот, то, что вряд ли они все это репетировали как-то, поэтому вот это чистая импровизация двух великих больших мастеров, которые танцуют в паре. И видно, как то, что Арсе начинает все, конечно же, с разведки. То есть на какие фигуры мы пойдем, какие вот у нас сальтаду мы сделали, как мы разгоняемся. Очень томная и сексуальная Алехандро. И это ее фирменный стиль. Причем, как бы, если посмотреть, как она танцевала 30 лет назад, а Алехандро уже была звездой 30 лет назад в танго. И уже тогда она там супер секси была. И как бы, марку, конечно, Алехандро в этом смысле держит шикарно. Ох, фирменная штучка. И, знаете, здесь очень интересно наблюдать, как мне кажется, это в определенном смысле сейчас очень похож, особенно в таком варианте комплекции Арсе. В стилистике сразу видно то, что Стас Фурсов учится, и главный его ориентир в танго Нуэво — это Арсе. То есть Арсе его готовит, и по стилистике это видно. И немножечко сейчас, говорю, по комплекции тоже стало прям совсем похоже. Кусочек мелонги в близком объятии. Музычка подсказывает то, что можно что-то ритмичное сделать. И все закончилось ритмично, ушли в горизонт, все внизу. Куда же без бэксакады, куда же без хира. Кстати, хир, обратите внимание, не самый такой сложный, а не очень навороченный. Почему? Потому что в импровизации хира делать это не то же самое, что делать его в сценарию. Супер медленная пауза. Пауза хороша. Все мы помним про правило контраста. То, что если что-то было только что бодрое, после этого должно быть что-то супер медленное. И музыка подсказывает это нам, говорит, то, что давайте, ребята, контраст. Перешли а-ля такой салончик в близком объятии. И сейчас, чувствую, будет тоже разгончик, да, с акцентами. Характер, режим мелонги включили. Ох, пошла динамика. Пошла скорость. Тоже такие, знаете, фирменные арсовские штучки. Секси. Ох, потеря контроля. На батле, если бы на батле вот так Арсе танцевал бы, то это, конечно, был минус. Но здесь они все-таки уже танцуют сколько? Они уже 3,5 минуты танцуют. Наверное, немножко перекрутились. И, опять же, правило контраста. Переходим в медленный такой, видите, секси-вариант. Shadow Position. Кстати, видите, очень много, как будто бы вот здесь даже больше бачаты, мне кажется, чем вот мне приписывают, говорят, слишком много у меня бачаты. Видите, даже у Арсе, как бы, в принципе, готов, если, как бы, позволяет музыка и вот все намекает к этому, почему бы не станцевать в Shadow Position какие-то движения корпусом, тазом. Это, конечно же, не танго-канон, да, вы понимаете. Сладкие паузы. Ох, Алехандро, конечно, прекрасно. Смотрите, как она ведет внимание зрителя. Вот, с одной стороны, вроде ничего такого прям сверхсложного, но вот рука, нога, все это доведенное прям
И рука на затылке Арсы. Вот. Ну, сценический образ, да, давайте мы будем держать то, что все-таки Алехандро в этом смысле, она мастерица, знает, как вот, ну, то есть она танцует честно от начала до конца, честно, по-настоящему. То есть для нее танго — это все-таки продолжение реальной жизни, это не отдельная история. Вот такой вот прекрасный танец. Ну, то есть на самом деле... Тут вот несколько моментов, которые важны. То есть это действительно была честная импровизация, в которой значимость танца для обоих, она велика. То есть мы видели тоже танцы, когда кто-то из партнеров является заведомо лидером, и лидером, ну, как бы в широком смысле этого слова, то есть прям типа суперзвезда. И с ним, ну, то есть вот даже в паре, где с Марией Мариновой танцует сейчас Арсе, ну, то есть понятно то, что Арсе главная звезда, там, а Мария является его партнершей, и она его, ну, как бы сопровождает, и, в принципе, он там прям на главной роли, и вот этого такого внимательного, возможно, отношения в том, чтобы вот прям доказывать именно ей, то есть не зрителям, а именно ей, то есть нет необходимости. А здесь по ощущению, что я как бы давно такого не видел, то, что Себастьян пытается произвести реальное впечатление на партнершу, которую он воспринимает как себе равную, то есть то, что вот есть Алехандро, и она звезда, и он прям старается, я вижу, и он как бы понимает, что он должен произвести впечатление не только на зрителей, которых он очень любит, но и на партнершу. И есть очень сильные там контрасты, есть очень аккуратная такая прям разведка, в которой он проверяет, что мы будем делать, что мы не будем делать. И даже есть такой драматичный момент, да, где они немножечко слетают, он теряет контроль. Ну, как бы на самом деле не самое обязательно, там были посложнее вещи, но там, походу, немножечко он это ушел в такой а-ля бачата стайл. Зачем-то подумал, наверное, то, что сейчас его за это... наверное, ему что-нибудь припомнит, но и решил как бы соскочить, и поэтому у него, скажем так, рука в этот момент дернулась, ну или нога, что там. И это не мешает танцу быть насыщенным, интересным и достойным внимания. Это действительно хорошее, качественное танго нуэво, неотанго в характере того, как это воспринимает Себастьян Арсе. Давно я такого не видел, посмотрел с удовольствием. Спасибо Себастьяну, спасибо Алехандре, спасибо вам за то, что посмотрели этот разбор. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите на все мои соцсети и везде подписывайтесь. Там много разного интересного. Следите за анонсами.